Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, с вами 20 ноября, понедельник, новая рабочая неделя. И сегодня для многих людей будет долгожданный день. Вы далее поймете, почему это так. И сегодня обязательно не забудьте положить это под кровать для того, чтобы привлечь достаток, изобилие и благополучие в вашу жизнь. Многие думают, что понедельник день тяжелый, но вы должны понимать и то, что все зависит только от вас. Да, были выходные, человек отдыхал, но если вы правильно спланируете сегодняшний день, понедельник, то он для вас пройдет достаточно легко, удачно и благополучно. При этом вы правильно поставите себе цели и задачи, и вы сможете на протяжении всей недели не просто их выполнить, но вы сможете уже к концу недели понимать, как вы можете привлечь больше прибыли, достатка и благополучия в свою жизнь. Также на протяжении недели, девочки и мальчики, не забываем о своем состоянии здоровья. Помним о том, что наше здоровье и наше тело – это все. Когда нам плохо, когда мы болеем, вы сами знаете, что ничего не хочется. Поэтому ваша задача принимать многие моменты в свою жизнь легко и также самое отпускать. Даже если вам сейчас тяжело, если вы не считаете, что у вас что-то получается в жизни, это не повод вам изнутри себя разъедать, грустить, нести негатив. Чем больше вы несете, чем больше вы думаете о том, что где-то что-то происходит, но вы не можете на это никак повлиять, нужно ли вам это, скорее всего, нет. Обращаем ваше внимание, что сегодня 20 ноября у нас с вами растущая луна. Это у нас с вами 7-е и 8-е лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас до 17 часов 28 минут по московскому времени мы находимся в знаке зодиака Водолей, а далее мы переходим в знак зодиака Рыбы. Давайте посмотрим, что же этот день несет в себе. Дело в том, что очень важно, чтобы каждый из нас сегодня делал решительные действия. Не стоит кого-то или чего-то ждать, или думать о том, что я, возможно, потом когда-нибудь это совершу или сделаю. Не стоит. Почему? Потому что когда вы сегодня начинаете двигаться, вы начинаете делать первые шаги. Вы должны понимать и то, что, например, вы сегодня увидели или знаете о каком-то бизнесе, об успешном бизнесе, да, о прибыльном бизнесе. И многие люди не видят вот тех моментов, с чего именно человек поднимался, какие были у него проблемы и так далее. Но это человек, который сегодня имеет успешный бизнес, успешную высокооплачиваемую работу, действительно настоящую семью, пришлось через очень многое пройти. И вы должны понимать о том, что, к сожалению, мы видим только то, что мы хотим видеть. Мы не хотим видеть ту картину, где человеку, возможно, было плохо, где человек не знал, как поступить в той или иной ситуации, но он и шел дальше. И вот ваша задача не останавливаться. И сегодня вот те действия, которые вы совершите, конечно же, это нужно делать все с пониманием, с осознанием. Не знаете, у нас для этого есть интернет, у нас для этого есть ваше окружение, как минимум, знакомые. У вас для этого есть всегда возможность задать вопрос высшим силам, ангелу-хранителю. Вы увидите, как ваша жизнь будет меняться. Также обращаем ваше внимание, что, к сожалению, в этот день нерешенные задачи в прошлом именно сегодня будут вставать перед вами. Знаете, как ни с того ни с сего будут проявляться, а какие-то забытые проблемы будут напоминать о себе. Ваша задача не нести негатив и расстраиваться из-за этого, а наоборот постараться предвидеть эти события. Да, это сложно, потому что у каждого человека в чулане свой маленький скелет, и как часто это бывает не один. Но если вы будете продумывать, если вы будете думать своим сердцем, и, кроме того, если вы видите, что что-то в вашей жизни произошло, сразу не принимайте решение именно. Нужно подумать. Да, если вы уверены в своих действиях, и вы знаете, что вы идете сейчас в данном направлении, тогда, да, у вас все получится. Кроме того, обращаем ваше внимание, сегодня у людей могут открываться глаза на те вещи, которые были закрыты или были, знаете,
именно замумолены какой-то ненужной информацией. Вот сегодня людям может приходить осознавание того, что что-то в жизни проявляется, возможно, в хорошем плане или в плохом. Многие люди начинают осознавать и понимать, что если человек сам не построит свою жизнь, что если он не улучшит ее жизнь, то никто другой этого не сделает. Ни президент, ни страна, ни соседка и так далее. Помните о том, что вы отвечаете и за себя, за свою семью, за то окружение, в котором вы находитесь. Также обращаем ваше внимание. Сегодня включается в нашем теле тончайшие энергии, и поэтому человек может где-то обижаться, где-то человек может быть недоволен, но ваша задача принимать все с любовью и с чистым сердцем. А что же касательно бизнеса и денег, то обращаем ваше внимание, что сегодня у бизнесменов, все, кто связан с большими деньгами, могут возникать какие-то стрессы, напряжения, могут быть сегодня быть отношения в коллективе. Все это возможно быть нестабильным, но это только в том случае, если вы не готовы мыслить, вы не готовы думать, а живете только своими эмоциями. Даже если в вашем окружении есть люди, которые на данном этапе несут раздоры, скандалы, какие-то сплетни, вы должны понимать, что это ваши учителя на данном этапе. Одно дело, если вы будете с ними ругаться, а другое дело, если вы их примете с любовью, с благодарностью и пойдете себе дальше. Вы увидите, что в ближайшее время они просто вас оставят, потому что им просто-навсего будет с вами неинтересно. Потому что те люди, которые любят негатив, они всегда будут стараться, чтобы вы изъявили желание, чтобы вы ругались, чтобы вы скандалили. Почему? Потому что они питаются так вашей энергией. Обращаю на это ваше внимание. Также, если у вас сегодня какие-то денежные проекты, достаточно крупные именно, то будьте сегодня осторожны. Вообще, все, что касается сегодня мелких финансовых вопросов, решается легко, просто и достаточно нормально и обычно. Но все, что касается больших денег, будьте внимательны сегодня и осторожны. Также сегодня, 20 ноября, в понедельник, хорошо голодать, заниматься очищением своего организма. Обратите внимание, пожалуйста, на свой желудок и на периферическую нервную систему. Но сегодня, к сожалению, может быть критический день для тех людей, которые ведут сидячий образ жизни. Поэтому постарайтесь в этот день хотя бы раз в час, 5-10 минут, обязательно пройтись, сделать какую-то мини-зарядочку. Это поможет вам в жизни. Помните о том, что наше тело, его нужно беречь, его нужно любить. Да, иногда это очень сложно, ввиду того, что человек, знаете, привык вот так вот жить, не уважать себя, не любить себя, иметь какие-то вредные привычки. Знаете, это все накапливается и накапливается. Также обращаем ваше внимание, что сегодня даже самая легкая простуда может представлять вам серьезную угрозу. Поэтому необходимо сегодня все-таки проводить профилактические меры и старайтесь не оказываться в тех ситуациях, когда вы можете чем-то заразиться. Это такая, знаете, к вам такая вот подсказочка. Будьте все-таки осторожны. Что же касательно стрижки волос, то стрижка волос в этот день, 20 ноября, даст вам долголетие, хорошее здоровье и сделает вашу жизнь достойной в глазах окружающих. Хотя не сразу, но в ближайшие месяцы вы обязательно сможете увидеть те изменения, которые могут быть в вашей жизни. На что еще мы рекомендуем вам обратить внимание, это то, что сегодняшний день благоприятен для поездок, путешествий, командировок, любых судебных разбирательств. Также сегодня в этот день вы можете заниматься планированием своего дома, квартиры, перестановкой мебели. Возможно, подумайте о планировании, например, ремонта уже на ближайшие 2-3 месяца. Также обращаем ваше внимание, у некоторых людей в этот день могут быть какие-то неожиданные повороты событий, могут быть конфликты, какие-то чрезвычайные ситуации. Поэтому ваша задача быть внимательнее и быть чуточку осторожнее. Помните о том, что если в вашей жизни какая-то ситуация накаляется, что-то ведет не в ту сторону, ваша задача остановиться и попытаться понять, что же вам нужно сделать.
Что же сегодня касательно общения с руководством, с начальством, то сегодня можно обращаться к начальству, но это нужно обсуждать какие-то небольшие мелкие вопросы. Что-то глобальное сегодня не стоит делать, потому что сегодня энергетика есть, но она больше на вот точечные какие-то задачи нас будет направлять. Что же касательно смены места работы, то можно обдумывать переход на новую работу, но сам процесс лучше все-таки перенести на другой день. Поэтому посмотрите, что на рынке труда, посмотрите, что вы можете предложить, как вам лучше составить свое резюме, чтобы на вас обратили внимание. Помните о том, что сегодня очень важно не просто специалист, а тот специалист, который имеет определенные навыки, опыт, знания. Также сегодня прекрасный день для операций с недвижимостью, поэтому если давно планировали покупать, продавать, делать обмен, то сегодня тот день, который действительно поможет вам. Также сегодня благоприятный день для зачатия, но в этот день не рекомендуется вести сидячий образ жизни. Обратите на это внимание. Что же касательно снов, то сны в этот день довольно часто бывают пророческими. Во сне вы можете получить какую-то подсказку, намек о вашем истинном предназначении в жизни. Совет, чем же все-таки вам нужно заниматься на данном этапе в жизни. Но вы должны уметь также и разгадывать. Ведь что-то не получается, не переживайте, всему свое время. Иногда мы спешим, а это мешает нам двигаться дальше. Что же касательно подсказки от Архангела Михаила, обращаем ваше внимание, что карта выпала следующая на этот день, которая звучит следующим образом: охраняемый и защищенный. О чем эта карта говорит? Карта говорит о том, что вы должны сегодня уделить внимание себе, уделить свое внимание своей интуиции. И если вы чувствуете, что вам сегодня не нужно куда-то идти, или вам сегодня не нужно с кем-то встречаться, вы знаете, это неспроста. Это высшие силы вам подсказывают об этом. И вообще сегодня эмоции могут у некоторых людей зашкаливать, а это может приводить к каким-то не очень хорошим последствиям. Помните о том, что люди могут поругаться, это создает определенные негативные вибрации, и, соответственно, происходят какие-то обиды, негатив появляется, и это идет уже не на созидание, а наоборот к деструктивным каким-то событиям. Также обращаем ваше внимание, вы сегодня должны открыть свое сердце для того, чтобы получать и для того, чтобы отдавать любовь, но чтобы вы могли вот постичь то, что вы больше всего хотите. Будьте с собой в этот день обязательно, и обязательно сегодня обратитесь к своему ангелу-хранителю, обратитесь к Архангелу Михаилу, обратитесь к высшим силам с какими-то, возможно, задачами, целями, которые есть у вас на данном этапе. И знаете, у вас обязательно все в жизни будет получаться. Все зависит только от вас самих. Помните об этом. Также мы рекомендуем, девочки и мальчики, обратить внимание сегодня на ваше финансовое положение. Продумайте о том, как вы его в течение этой недели можете изменить. Что самое интересное, именно понедельник, 20 ноября, он даст вам определенные подсказки, знаки. И ваша задача их не игнорировать. Может быть такая подсказка, что вы находитесь, например, прогуливаетесь в парке, и ни с того ни с сего прогуливается женщина с собачкой, с милой собачкой, и вам в этот момент вы слышите определенный какой-то разговор, например, и вы видите, слышите какие-то важные слова, которые, знаете, как вас бы направляют. Используйте эту информацию. Ну а молитва, которую мы рекомендуем вам в этот день прочитать, звучит следующим образом: «Спасибо за защиту моих близких и меня, за то, что мы в безопасности и все наши нужды будут удовлетворены. Сейчас я принимаю твою помощь с благодарностью и милосердием, зная, что мы поступаем правильно, принимая помощь свыше». Девочки и мальчики, обращаю ваше внимание, что слова молитвы будут в описании к этому видео. Также обращаем ваше внимание, ввиду того, что сегодня, как вы поняли, действительно долгожданный день для многих людей, в вечернее время возьмите один лавровый листик и возьмите на ним, нарисуйте знак бесконечности. После этого обведите его в круг и скажите такие слова: «Изобилие с достатком приглашаю в свою жизнь, беды и несчастья убираю, деньги
приумножаю. Истина, да будет так. Сказали эти слова, положили обязательно этот листик под кровать, а на следующий день уже, девочки и мальчики, 21 ноября взяли этот листочек, открыли окно и просто, извините, лавровый листик, взяли его в руки и на следующее утро, 21 ноября, бросили в окно. Обязательно не забудьте поблагодарить высшие силы, ангела-хранителя о тех мыслимых и немыслимых благах, которые могут появиться в ближайшее время в вашей жизни. Вот такой, друзья, очень важный день сегодня, 20 ноября. Мы вам всем желаем благополучия, достатка, изобилия. Пусть в вашей жизни будет все самое лучшее. Не забудьте поделиться этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.